Так, мы на месте. Вот они, дровишки. Вот мой рюкзак. Большие дрова есть. Но сразу же, понятно, они не загорятся. Да? Поэтому я беру еще самое необходимое. Это селфи-палку. И иду искать дрова. Так как весь день моросит, идет дождь, то вся трава мокрая. Нам нужны просто дрова, ну и что-то типа трута. Вся трава мокрая, но вот эти вот стебли остаются сухими. Вот мы их порвем чуть-чуть. Ну, короче, вот набираем побольше. Сейчас я все это дело обойду. Здесь еще много где есть. Вон там вдалеке. Плохо видно. Надо было, конечно, перчатки одеть. Ну вот, я все, что собрал. В общем, этого мне хватит, чтобы вскипятить и все это сделать, короче. Сейчас этим мы будем заниматься. Лишенная влажной коры, она лучше схватится огнем. У меня будет несколько секунд, буквально минута, чтобы прогорающая трава перекинула свой огонь на эти ветки. Ну вот все, здесь она сухая уже. Легко ломаются. Не гнутся, значит, более-менее должны схватиться. Зачищено. И так далее, короче. Ну, здесь придется помучиться, конечно, подождать. Плохо горит все равно. Продолжаем жечь. Ну вот, и накидываем мелкие палочки прямо на пламя. Сразу мощным пламенем не разгорится, потому что все-таки местами она влажная. Так, ну вот более-менее огонь поддерживается. Я уже, не знаю, минут 5 над ним бегаю. Можно накидать вот немножечко листвы. Она хоть и сырая, но она быстро прогревается на пламени. Потом она резко может вспыхнуть. И это тоже будет поддерживать огонь дальше. Вот. Но какие-то палочки там схватились. Поэтому я сейчас не буду медлить и начинаю дальше развивать успех. Вот они, наши палочки, идут в ход, который мы зачистили. Вот мы и добились, чего хотели. Вот этот маленький огонек, это есть основа нашего будущего костра. Там уже горит не трава, а палочки схватились. В сырую погоду это самое главное. Все, угли у нас уже будут. Вот здесь тоже, видите, тлеет. То есть в какой-то момент, когда уже начнет прогорать основная трава, вам может показаться, что все, костер погас, потому что трава прогорела и все. Это не так. Поддерживайте огонь на начальном этапе, чтобы хотя бы вот маленькие дровишечки вот такие вот схватились. Вон он там уже уголь тлеет. Все. Успех есть. И там, и тут. Плюс те дрова, которые сверху вот эти, они сохнут. Ну вот, пожалуйста. Дунешь один раз, он и пойдет. Не ожидайте сразу получить большого огня. Не все так просто. Мясо.
Что тут у нас? Ну, закипает быстрее, чем на плите. Поставил буквально 4 минуты назад, наверное. Уже кипит. Ну и осталось макарошкам где-то, не знаю, минут 5. Ну все, пускай доваривается теперь. Осталось недолго. Подсаливаем. Ух ты, блин, много.